Всех приветствую на своем YouTube канале, подписчиков, а также случайных зрителей. В этом видео я хочу вам показать свой сварочный стол. Расскажу вам о его преимуществах и недостатках. Смотрим. В общем, конструкция получилась очень даже хорошая. Если у вас есть объем работы по сварке, по сверлению, по покраске, либо чему-либо, вот такой вариант очень удачный. Его размер. Длина 2 метра, ширина 1 метр. Для моего гаража это просто идеальный вариант. Почему именно такой стол я выбрал? Раньше я, как и все начинающие, варил просто на полу, подложил кирпичины, выставлял конструкцию, обваривал, но это неудобно. Поскольку нужно беречь себя, беречь здоровье, вы его ни за какие деньги не купите. Посмотрел несколько роликов и вариантов в том же YouTube, как сделать сварочный стол, и остановился именно на этом варианте. Почему этот вариант? Все очень просто. Здесь между перемычками есть расстояние. Кстати, сейчас немного отвлекусь, покажу вам, из какой трубы сварена данная конструкция. Рама сварена из трубы 50 на 50. Перемычки сварены из трубы 30 на 20. Ножки сварены из трубы 60 на 30. Везде стенка толщиной 2 мм. Этого хватит. Не переживайте, толще брать не обязательно. Так вот, почему я остановился именно на варианте с перемычками, а не сплошной столешницей. Все очень просто. На этом варианте можно заготовки, конструкции, либо что-то другое. Сейчас покажу на примере вот профильной трубы. Выставили. Она никуда не падает. Поставили угол угольничком. Взяли струбцину. Пусть она будет или покупная, или самодельная. Сейчас зажму. Зажали. Все. Никуда она не денется. На столешнице, на примере этого стола, когда сплошная столешница, вы так не сделаете. Ну, разве что заморачиваться, сверлить отверстие, но это неудобно. Под отверстие нужны специальные струбцины. Это его основное преимущество. Поскольку вы можете зажать любую заготовку, и все, она у вас уже никуда не денется. То есть проще стол перевернуть, чем убрать заготовку. Следующий момент. В чем его еще одно преимущество? Очень удобно сваривать. К примеру, вы уже проварили вот верхний шов, и вам нужно угловой сварочный шов пройти, угол проварить. Выставили заготовку, чик-чик-чик, проварили, все, вам ничего снизу не мешает. То есть от самого низа можно вести сварочный стол, и он никуда не денется. Если вы закрепили конструкцию, большую конструкцию, вы также само можете подлезть снизу и ее проварить, обварить и делать остальные манипуляции, которые нужны. Вес этого стола не сильно большой. Можно даже поставить на него колесики, что я и в дальнейшем буду делать. Поставить колесики, чтобы можно было перемещать его по вашему рабочему помещению. Это очень удобно, я думаю, будет. Я так точно себе сделаю. На этом столе я варю, зачищаю металл болгаркой там, либо чем-либо. У меня на этом столе стоит штатно отрезной станок. Или монтажная пила, как он называется. Толстая станина, 16 мм металл. Далеко с такой не убежишь. Здесь ее поставил, и все, и забыл навеки вечно. Единственное, под этим направляйком его подтаскиваешь, либо убираешь куда понадобится. Еще одно преимущество такого стола. Поскольку вот в моем случае
труба вот этой рамки 50 на 50. Вы можете взять трубу там 40 на 40, вставить ее, на какую вам длину нужно. Вот у меня длина 2 метра. Вы вставляете трубы, допустим, еще 2 метра. Вытащили сколько вам нужно во второе отверстие, в это. Такой же отрезок вставили, положили поперечину, все, у вас рабочая зона увеличилась там на метр, на 2 метра. Если делать какую-то секцию забора или, не знаю, оградку на кладбище, это очень сильно решает и выручает. Для чего я обвязал ножки, именно вот здесь рабочая моя зона, я практически нигде вокруг стола не бегаю, здесь положил заготовку и варю. Ну, то есть вы бегать не будете, я думаю, то же самое. В основном в одном месте стали и все. Сварочный аппарат стоит рядом, кабель массы на ногу, на ножку стола закрепленный, все, масса есть. Окалину лишний раз сбили болгаркой. Все, очень удобно. На столе у меня также стоят тиски. Как видите, самодельные, делаются просто уголки, швеллер, шпилька. Все, больше ничего фантазировать не нужно. Так вот, я еще обвязал ножки трубой, тоже труба 30 на 20. Для чего я это сделал? Все очень просто. Иногда свариваемая конструкция бывает выше вашего роста и довольно трудно достать, когда варишь, либо работаешь, либо работаешь на вытянутой руке. Руки затекают, неудобно. Стол очень крепкий, то есть на поперечину стали, залезли на сварочный стол. Все, я просто уже на нем хожу. Ничего вам не мешает, нога не проваливается. Все, идем просто по столу. Обвариваем, что вам нужно. И все, стол никуда не денется. В варианте, если у вас столешница из листового металла, если так делать, надо очень сильно усиливать рамку. По цене я вам скажу, получается примерно то же самое. Пусть это поперечины, как у меня, либо лист, как основа столешницы. Но только же лист вы не возьмете 2 мм. Поскольку вы его будете обваривать по рамке, его поведет просто. Нужно брать хотя бы 4 мм. А это все деньги. Все, упирается в эти вонючие бумажки. Ради которых мы, в принципе, последнее время и живем. Так, для чего я положил на низ листы ОСБ? Я думаю, вы уже догадываетесь, для чего это делалось. Все очень просто. Поскольку столешница не прямая, не сплошная, кусочек трубы может банально просто упасть. Или ключ. То же самое. Удобнее просто подбирать. Все, ты его взял, вытащил и все. Уже не с пола поднимаешь, а с этой столешницы. Плюс в планах покрасить ее белым цветом. Для чего? Для того, чтобы отражался свет с потолка, обратно на свариваемое изделие. И было намного лучше освещение. Высота. Высоту я делал под себя. У меня высота сварочного стола 90 сантиметров. Для кого-то это будет очень высоко, поскольку мы с вами разного роста, телосложения и так далее. Мне этот сварочный стол ниже пояса. То есть мне на нем работать удобно. Почему именно такая высоту я для себя сделал? Вот, вытянутая рука и согнутая ладонь. Все, мне удобно. То есть я болгаркой ни вниз наклоняюсь, ни наверху держу. Все, у меня на вытянутую руку очень удобно резать. Так, что еще по сварочному столу? Я его сразу покрасил по краям белым цветом. Очень удобно. Отражает свет, подсвечивается тем самым стол. Намного удобнее работать. По весу, не знаю, даже врать не буду, сколько он может весить. Я думаю, порядка 100 килограмм. Но суть не в этом. Суть в том, что на нем очень удобно работать. Удобно пользоваться. Заготовки положили,
струбциной прихватили, все, на нем варите. Искры у вас там, пусть вы электродом варите, у вас шлак весь вниз падает. Следующую заготовку положили, и на этих кусочках, кто сварщик, кто понимает, ну, те заценят. И на этих кусочках у вас заготовка неплотно прилегает к столешнице, вы это все время постоянно счищаете, сдуваете. Здесь вся эта чепуха падает вниз. Провели, все, поставили заготовку, варите, работаете, либо что-то другое. Я на этом столе также крашу. Ну, вон, к примеру, вот такие вот столы. Стол положил, все, прокрасил. Краска высохла, на следующий день перевернул. Удобно. Так, еще из плюсов этого сварочного стола. Его очень просто делать. Его реально просто делать. Первым делом варите рамку. Ну, короб можно так назвать. Вторым делом привариваете ножки, которые у вас будут стоять по углам. Их можно обваривать сразу. Центральные ножки делайте на прихватке. Для начала на прихватке. И ни в коем случае полностью не обваривайте. Сейчас я покажу почему. Вот я обварил по центру стола ножку. И хоть металл 50 на 50, но его, блин, один хрен повело. Это именно по центральной ножке. Единственная вот эта ножка, ту я полностью не проваривал. И его немного повело. Если вы добиваетесь идеальной поверхности, и у вас стол будет на 6 ножках, центральный ни в коем случае полностью не обваривайте. Поскольку его уведет. Поставили на прихватке, все, по центру никуда эти ножки не денутся. Они, по сути, в принципе, особо и не нужны. Если у вас там очень сильно тяжелых изделий не будет, то они вам не понадобятся. По поводу колесиков. Да, колесики тема. Делайте, я себе тоже буду делать. Очень выручает. Но надо брать их помассивней, чтобы они просто под весом этого стола не рассыпались. Ну, и в принципе, с колесами я планирую стол свой после там окончания рабочего дня просто откатил к стене, вымел все с пола, а на полу от абразива, кто занимается сваркой, вы в принципе в курсе, не мне вам рассказывать. Вот такой стол у меня получился, делайте себе точно такое изделие, уже проверенное. Не один год я на нем работаю, никогда не подводит, очень удобно закреплять на нем изделия, на нем удобно варить, чистить, резать, да все на свете на нем удобно. То же самое, колесики сделаю, будет лето, открыл ворота, выкатил его на улицу, все, варишь на улице, дышишь свежим воздухом, а не пылью, которая собирается в гараже. Делайте, ребята, не думайте о том, что это дорого стоит. Вы бережете свое время, экономите свое время, если быть точнее. А время это самое ценное, что у нас есть. Оно стоит, это изделие, недорого. Делайте, хватит варить на полу, хватит варить там на каких-то стулках, бочках. Вы сделаете один раз такой стол и просто навсегда забудете за эту проблему. У вас будет готовая поверхность, приспособленная к работе. Вы будете просто наслаждаться, как я. Раньше, я повторюсь, так же самое варил на полу. Потом у меня была бочка, лист какой-то на бочку ложил. Но это все фигня. Это Филькина грамота. Сделал стол, все, забыл. Работаешь, пользуешься, наслаждаешься. Всем спасибо, всем удачи. Кому было интересно, поддержите канал. Также, если не трудно, напишите в комментариях, на каком сварочном столе работаете вы, даже не на сварочном, а просто на каком столе работаете вы, из чего вы его делали, как долго вы его делали и почему к такому решению пришли.